Пошел в атаку, активно пошел в атаку. Бешка работает из клинча и прям насыпает, обменивается ударами сейчас. Завелся, Джамал, завелся, ты посмотри. Ох, как отбивал корпус сейчас, и это первый нокдаун уже, и нас не прошло. Настроїмо себе на лучше, все, готові до всього, тренуємося по максимуму. Попробував перший раз, сподобалось, тому що, мабуть, якась є первобитність в цьому, яка дикость. У мене немає кумирів. Є люди, на яких приблизно там дивишся щось, почерпуєш щось, а кумирів так особливо немає. Нормальний боєць, не можна недооцінювати нікого. І, в принципі, це якось і некрасиво, і не по-нормальному недооцінювати. А бій покаже. Главное оружие в бою это будет, короче, хладнокровие. Рома Викинг у нас, блядь, будем ему, короче, рога пилить. Очень сильно. Настрой тоже хороший. Будем делать красиво. Техника в этом бою будет решать. Кулачные бои, потому что я отморозок. Я всю жизнь на улице дерусь. И у меня вообще нету страха получать по голове. Главная моя поддержка – это мой сын, мама, папа и Господь Бог. Роман Колот по прозвищу Викинг. Постоянный участник наших турниров, который всегда заряжен на рубку. Его единственный страх – это простой. Именно поэтому Рома усердно тренируется каждый день и совершенствует свои бойцовские навыки. Представляет город Коростышев. Рост 184, вес 84 и ему 29 лет. Своеобразный ветеран Махача, который имеет за своими плечами 5 поединков, 3 победы и 2 поражения. Давайте поприветствуем Рому! Владислав Пастушенко по прозвищу Бесстрашный. Вылетевший из 1/8 гран-при среднего веса, Влад возвращается в наш Мешкогон, чтобы всерьез заявить о своих титульных намерениях и доказать, что его рано списали со счетов. Яркий нокаутер, смыслом жизни которого стало чемпионство в нашей организации. Представляет город Житомир. Его рост 188, вес 84 и ему 24 года. Базовый кикбоксер, который также имеет 3 победы в Махаче и 1 поражение. Давайте встретим Влада в нашем Мешкогоне. Бойцы на середину.
Вижу, как оба заряжены. Никакой, только спортивная злость, уважение к сопернику. Правила знаете, после командный стоп не работаем. Внимательно слушаем мои команды. Пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Дорогие друзья, приветствую всех. В черных тейпах у нас Викинг, в желтых тейпах у нас Бесстрашный. Ух, и начинает хорошим джебом Бесстрашный. У него такие размах рук Побольше, я думаю, побольше явно, да. Викинг тоже идет вперед, корпус, голова. Но Бесстрашный видно, как заряжается. Он хочет прямо вот тут заряженный на ногах. Видишь, как продергивает прям. Пружинка. Пружинка. Викинг расправил свои руки. О, не успевает среагировать, не успеет сблокировать. Потому что Бесстрашный заряженный. Видишь, как он пружина. Ножки. У него и ножки лучше, и руки длиннее. Да. Совсем Викинг тяжело. завелся, пошел. Вот ему это и надо делать здесь. Клинчевать, прижимать к мешкам. Потому что он на ногах не особо двигается, и руки у него короче. Ну, это его работа, да. Это такое, работа Махача. Готов врубиться до последнего. Парень с характером, Викинг. Сейчас снова пропустил, Бесстрашный идет. Джебом попадает и снова пошел. Джебом вперед. И хорошо попадает прямо в голову каждый раз. Викинг пытается с левым споймать его, но не получается. Пошел в корпус, но до цели, мне кажется, особенно не достал им. Пошел вперед, вновь впустую. 3 удара в воздух. 4-й, может быть, как-то задел. Бой! Двигаются. Удар был мимо. Бесстрашный пошел снова, джебом попал снова в корпус. Викинг пошел мясорубку пускать. И все видно в явно, воздух. что потехничный Бесстрашный у нас. Бой! Здесь Викингу нужно делать этот бой грязным, прижимать его, давить постоянно. И снова джеб. Понимаю, что это легче сказать, чем сделать, потому что... Но ты правильно даешь совету, но он стоит на месте. Он не Да, потому двигается. что он так и так получает, но не получает никакой отдачи от этого. Поэтому лучше уже идти прижимать. Вот как ты говорил, вот так вот, да. Пошел вперед, поднимать, бить через руку, через блок, через прихваты. Завязывать. Да. Это его стиль. Это как раз его стиль. Судьи, 5 секунд готовность. Бойцы. Судьи готовы? Судьи готовы? Второй раунд, время, бой! Второй раунд, друзья. Посмотрим, что сделает Викинг. Викинг пошел вперед. Бесстрашный уже начинает не спеша. Хотел словить его на отходе. Видишь, левым кидает на отходе. Да. Раздергать немного его Викинг. Ой, как достал он до цели. Вот сейчас Викинг работает корпус в клинч. Да, в клинче, прижимая к мешкам, это самая лучшая работа Викинга. Это вот как раз его фишка. Да, его работа. Мясорубка. Вот здесь он бьет без хаос, остановки. грязный бой. Попадает где-то по цели, где-то промахивается и сам И это получает. забирает очень много сил и у того, и у другого. Что, в принципе, здесь, думаю, на руку у Викинга. 100%. Бесстрашно нужно менять тактику. Нужно парировать лево-вправо, потому что Викинг идет четко вперед. Да. Ох, заряжается Бесстрашный, потому что... И теперь начинает рубиться Бесстрашный и посередине. Он взял такой же темп, как и Завел Викинг. его. Да, завел его. Ты мне, и я сейчас тебя отомщу. Но здесь нужно как раз холодный ум, здравый ум. Работаем, бой! И возвращается опять к джебу. Попадает Викинг, идет вперед. Попадает. И апперкоты, и боковые И залетают. головой даже бьет. Где-то там случайно зацепил. Бой!
Ну вот это то, что ему и нужно для победы в этом бою. Зрелищный. Да, смотри, 2 джеба просто пропустил. Стоп. Просто пропустил 2 Не джеба. ныряй. Бой! И опять пошел рубиться в клинч. Но я тебе скажу, он просто идет, как бы, знаешь, головой вперед, толкает и просто бесцельно пытается просто, ну, может быть, цельно, но бьет, без остановки, бьет, еще раз бьет. Да, но с такими оказаться в мешкогоне это тоже не подарок. 100%. Постоянный напор, постоянно идет вперед, что-то. Он не дает просто не работать дает. Бесстрашному, просто не дает работать. Бойцы, 5 секунд готовность! Рома, Влад. Судьи готовы? Судьи готовы? Какой у нас раунд? 3-й. Да? Заключительный 3-й раунд. Время, бой! 3-й заключающий раунд. И я думаю, так у нас это решающий будет раунд. 1-1 мы с тобой решили. Да, приблизительно, потому что Бесстрашный забрал первый, а второй, мы так думаем, что забрал Викинг. Решающий раунд по нашему мнению. Ты смотри, Бесстрашный начал работать уже на отходе, но бороду поднял высоко, и Викинг попадает. Да. Все идет вперед и вперед. Просто мясорубка, просто идет вперед, бьет и снова бьет. И попадает же. Скорости нет, просто скорости нет. Он идет вперед и здесь начинает включать. Вот, видишь, ты посмотри, промахивается Бесстрашный. Викинг идет вперед, подавливает, задал свой ритм. Бесстрашным нужно, наоборот, уходить от этого клинча, продолжать работать, как и в первом раунде. Джаб, отошел, не дал себя прижать, ушел в сторону. Ну, это работа ног, понимаешь, работа ног, да. Потому что, тем более, с Викингом можно это сделать. Он, как ты сказал, не смотрит, куда идет, просто идет вперед. Если отойти в сторону и вернуться с контратакой, то было бы очень эффективно. Причем нельзя. Это говорит о чем? Говорит о том, что нужно еще тренироваться всем бойцам. Ну, это да. Отсюда говорить, конечно, всегда легче. Да, 100%. Ну, со стороны, знаешь, всегда все виднее. Ну, идет, пошел снова вперед. Бесстрашный пытался поймать джебом, но ничего не получается. Снова же мясорубка в ближнем бое. Бесстрашный поднял апперкотом. Викинг поднял апперкотом. Друг друга они мутузят. Хорош меня да, бить. вот эти все клинчи, вот эта возня на мешках забирает огромное количество энергии. Викинг снова и просто идет вперед. Просто давит, просто идет вперед и бьет. Бой! Последний раунд, последние секунды. Влад бьет, Бесстрашный бьет, Викинг На духе бьет. добивают здесь уже ребята. Это такой хоккей уже похоже был, знаешь, что ли? Друг друга бьют по каске, ну. 3 раунда. Интересно, кто же победил? Это интересно. Watch your head bust. Automatic rounds coming at you. Оглашение, бойцы.
Итак, по очкам. Первый судья 29-29. Второй судья 28-30. Третий судья 28-30. Решением судей в данном поединке победу одержал Пастушенко Владислав по прозвищу Бесстрашный. Надо же было интригу поддержать, правильно? Что? Подожди, я ж не зашел еще. Мне послышалось, они кричат «Колот». Я такой уже на Алину думаю смотреть. Ромчик, твоя школа, рубка, как ощущение? Ты бы, наверное, еще подрался. Там воно ж, бой 2. Тільки перекурю трошки. Та ощущення нормальні, да спорт не буду. Що там рішили, те рішили. Кажуть, не довів бій до кінця, так як... Ой. Коротше, блядь, дійшов до кінця, блін, рішайте самі, я там, похер. А так, всім спасибо. Цей бой хотів присвятити другу нашому, пацани є, який вже пішов від нас. Оце Вікінг, це поганяло од нього пішло, нас так в залі називали Ярику. Він був воїном і ушов ним. Будь воїном означає жити вічно. А так, всім дякую команді. Любимі, може кого підвів, так, звісно. Ну, таке буває. Все, дякую. Всім гарного вечора, глядачам класних боїв, пацанам поменше травм. Дальше буде. Спасибо. Рома, кстати, боец, который ни разу в нокдауне не побывал со своим стилем ведения боя. Давайте ему поаплодируем. А теперь можно кричать за бонус. Но если громко будешь кричать. Громче! Есть бонус. Будет. Влад, с победой. Твоя серия началась. Вижу, прибавил хорошо. Хороший тренер в углу стоит. Что поменялось в подготовке? Всем привет, Киев! Да все поменялось, жизнь поменялась с Махачем. Андрюха, спасибо, блин. Ты помнишь меня, какой я пришел сюда, и потихоньку мы растем, Ромчик, вообще респект. Тупо, ну, блядь, танк, красавчик. Но и мы уже не «Жигули», прибавили. Хочу эту победу посвятить своей бабушке, которая умерла от этого проклятого вируса 18 октября. Бабушка, я с Господом Богом, как ты всегда хотела. Я буду идти только по прямой, никуда не буду сворачивать. Спасибо своему тренеру, вот он. Это, короче, его победа, его заслуженная. Он делал все, что мог, и вот за 2 месяца он реально прибавил. Хочу сказать спасибо своим пацанам, спонсорам, которые реально тупо с первого боя постоянно со мной тянут меня, что без них это было полная жопа. Саня Полива, да, Magic Print, Олежка Костюк, Арена, это клуб, который спонсирует меня. Александр Сергеевич Павлюк, я не забыл ничего, я помню, с кем я ползал, я никогда не зазнаюсь, идем вперед. Спасибо большое по рематч Fight Академия залу, где я проходил всю подготовку, я там нарабатывал физуху, регал, блевал, ну, короче, нарабатывал. Versus боксинг клуб, там, где мы постоянно каждый день жили, спали, хавали со Стасом. Еще раз, это, блядь, ну, для меня это чемпион, это пацан, который в натуре. Взял меня в такие плоскогубцы, сука, держит, тупо со всех сил. В общем, всем спасибо, Киев, хорошего просмотра. Будьте, короче, здоровы и кайфуйте от жизни просто. Андрюха, дай я тебя обниму, бля, братан. Я в свое день рождения тупо ждали, а не где-то висел, класс. Я счастлив. Батянька, я тебя люблю, спасибо. Мой батя сегодня первый раз приехал на бой. Словил, наверное, адреналина. Да, бать? Да, нормально, короче. Еще раз спасибо, Ромчик, ты красавчик. Кто-то сегодня был лучше, кто-то был чуть не доработал. Все, всем спасибо, хорошего просмотра боев, пацаны. Спасибо, Влад. Давайте еще раз поаплодируем. Секунду. У нас нету в организации трэш-тока, Андрюха. Мне это очень сильно нравится, но очень сильно хочет со мной там кричит, подраться. Один человек, я надеюсь, он здесь где-то в зале. Добряк, ну заходи сюда.
Мы будем, ну, по мере поступления, не там где-то что-то там, где-то говорить что-то, ну, непонятное вообще, что. Ну, вышел сюда, да сделали бой, подрались. О, папа! Ну, если вот организация интересный бой, 9-й турнир, я этого человека жду в Мешкогоне. Подумаем. Андрей, хочешь что-то сказать? Привет. Всім привіт. Ну, да, на конференції ми ото балакали, типа, хто з ким хотів би побитися. Якщо даси можливість, базара немає. Тільки скажи, коли треба сюди приїхати. Подумаем. Спасибо, ребят. Давайте еще раз поаплодируем. Да, в принципе, так же готовился, просто больше интенсивности было. Хороший парень, держит хорошо удары, нестандартный, вяжется. Технически я на 2 головы выше, но это голые кулаки, там посмотрим. Это последний спорт, в котором я могу себя показать, и все. Как спортсмен я уже на больших каких-то достижениях уже не смогу. На то были причины травмы, да и возраст уже. А кулаки, в принципе, еще можно. На этом поставить точку в спорте. Нету плана. Как говорит Викинг, план на бой до первой пиздюлины. Но это правда. Загорал под одеялами и калориферами, бля. С кем дадут, с тем и драться, нет разницы. Виктор Евтюшкин по прозвищу Витя Маори. Всеми любимый спортсмен, без которого уже трудно представить Махач. В прошлом бою, закатив бешеную рубку с Бурым, Витя так и не смог заработать первую победу и довольствовался лишь ничьей. Сегодня он готов отдать всего себя, чтобы добыть первую единицу в графе побед. Представляет город Чугуев, его рост 169, вес 75 и ему 31 год. КМС по боксу, КМС по ММА. Давайте поприветствуем Витю в Мешкогоне. Пальцы, руки, заходи. Владимир Дума по прозвищу Пижон. Мастер необычных выходов и выходок. Настоящий шоумен, за которым мы все соскучились. Сила духа и уверенность в своих силах – это то, что позволяет Вове всегда показывать яркие и бескомпромиссные поединки. Представляет город Киев. Его рост 182, вес 75 и ему 27 лет. Мастер спорта по греко-римской борьбе, КМС по ММА. Давайте встретим и поприветствуем Вову.
Бойцы на середину. С правилами ознакомлены, никакой борцовской техники. Слушаем мои команды. После команды стоп не работаем. Пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Так, смотрим. Думаю, Владимир попросил Пижон в желтом тейпе, а Виктор Маори в черном. Ну и так, ребята не торопятся, начинают бой с разведки. Вот уже первая атака от Пижона. Пижона, да, вот тут пропускает Пижон Маори, достает своим левым сбоку. Очень коренастый Маори. Хорошо по корпусу. Вообще сегодня очень много за весь сезон наблюдали ударов по корпусу. Слышим по звуку, что у Евтюшкина Виктора довольно-таки увесистые удары. Да, такие глухие попадания мы слышим. Обмен. Маори выцеливает на удар. Ниже он ростом. Вот хорошо сейчас закрывает. Думаю, Владимир. Бэкфист Пижон, но не вышла эта атака. Ну а Маори раскачивает через переднюю ручку, готовит, скорее всего, правый удар. Да, ну и такого более рослого бойца именно вот так вот и надо подходить, пробовать раздернуть. Вот, кстати, через живот, да, он не смог развить, но попал точно левой по печени. И здесь уже Пижон отвечает плотными ударами. Да, несмотря на то, что по антропометрии Маори, мне кажется, в ближнем бою должен быть более агрессивный, и там у него больше шансов. Да, но мы тут понимаем, что такой вот здесь ближний бой не совсем боксерский, то есть такой рваный немножко темп, непонятно, кому все-таки эта дистанция выгоднее. Стоит отметить, что Пижон довольно-таки нестандартный боец, видно, неудобный, и вот пропустил на скачке он левый смог боковой. Маори, но не развил атаку. Мне кажется, надо Маори продолжать. Концовка раунда. Да, заходит он левый сбоку. Периодически вот Маори. Ой, хорошо сейчас. Боковой. Правый кросс попадает Маори. И стоп. Бойцы, 5 секунд готовность. Готов? Да. Оба. Есть? Судьи готовы? Судьи готовы? Второй раунд. Время. Бой. Ну и мы начинаем второй раунд. Маори продолжает раскачивать. Довольно неплохо он чувствует дистанцию. И посмотрим, смог ли его оппонент адаптироваться уже ко второму раунду. Пижон, мне кажется, слишком зажимается. Немножко он, боясь пропустить удар. Тем временем Маори попадает по корпусу. Хорошо, Маори, но на отмуж такой удар. По корпусу Маори. Вот, кстати, у него хорошо получается по корпусу в этом бою. Неплохие одиночные удары, но мне кажется, нужно немножко дальше развивать атаку свою. Вот попал, и нужно дальше навязывать свой бой. Искать вот, моменты. Хорошо. Да. Хорошо, опять Маори. Контратака от Маори. Ныряет Маори всегда перед своими ударами, а вот наоборот выпрыгнул вверх, и соперник этого не видел. Полетел Пижон развивать атаку, ну и клинч мы наблюдаем. Хорошо, по корпусу уже от Пижона. Размен. Опасные размены такие. Открытые они стали уже. Ребята не думают про защиту. Ну и в такие моменты вот зачастую что-то и происходит. Самое интересное. Самое интересное это точно.
Хорошо, вот левый боковой хороший от Маори. налетел с джебом. Ну и не хватает продолжения. Пока да, это эпизодические попадания. Но, тем не менее, моменты он выигрывает, и пока картинка складывается в пользу Маори. Попытка перевода на корпус. Все-таки мало действий от Пижона, мало точных попаданий. Да, как мы уже говорили, не адаптировался пока он к этому бою. Пытается выцелить, меняет стойку. Посмотрим, ну, 10 как секунд. это для него. Опасно. Налетает Маори. И вот контратака от Пижона. Хорошо. Хороший момент. И там и Маори попал в размене. И стоп. Заканчивается этот раунд. Бойцы, судьи готовы? 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 Заключительный третий раунд. Время, бой! Что ж, смотрим заключительный раунд. По нашим скромным соображениям кажется, что все-таки Маори был поточнее в первых двух. Ну Хорошо, и, сейчас. Да, Пижону нужно обострять, все правильно. Максимально быть неудобным. Причем, мне кажется, Пижон это умеет делать, судя по прошлым боям. Да, стиль у него явно нестандартный. А вот очень опасно заходить за Маори на эту дистанцию, учитывая вот его рычаги. Такая себе авантюра, как говорится. Сейчас взяли небольшую паузу, ребятки, после клинча. Да, я думаю, что большой вес, ребята немножко функционально проседать начинают. Подустали уже, да. Ну и, собственно говоря, Пижону, скорее всего, нужно уже идти рисковать, потому что Маори 2 раунда, по моему мнению, ведет. И нужно что-то менять, если он хочет одержать победу. Да, стоило бы пойти в-банк, но готов ли к этому сегодня Пижон, мы вот сейчас как раз увидим. Опять Маори налетает. Бэкфиста, но, к сожалению, неудачно. Хорошо, вот сейчас смог. Сдвоил после правой обозначенной левым сбоку. Достает Маори оппонента. И опять. Пропустил встречный удар справа. По животу также пропустил удар. Да, и видно, что Маори сегодня не то что заслуживает, скорее прям желает своей победы. Больше он делает. Тут, видимо, у него гематому, кстати, на лбу, значит, пропустил все-таки где-то навстречу. Да, у Маори видно, что желание все-таки больше победить. Как-то Пижон не обостряет поединок. Выжидает, но это не в его пользу. Вот что-то там выпала произошло. капа, и после этого был сделан удар. Работаем, бой! Все хорошо, все хорошо. А нет, капа не выпадала. Неизвестно, на что обратил внимание Маори в том эпизоде. Но продолжаем бой. Нельзя отвлекаться, потому что можно пропустить самое интересное. Да, и видно, что аккуратно Маори вставляет свои удары. Бэкфист. Не раз уже Пижон хотел зарядить. Не раз, но его видно. Мне кажется, каждый бэкфист... Это был нокдаун. Маори видит, да, нокдаун у нас. И концовка раунда. Продолжит ли Маори? Скорее всего, вот и конец. И конец этого боя. Я думаю, что сейчас мы услышим решение. Замечание. Да, блядь, выйди. Замечание, нахуй. Минус балл. Минус хуй, нахуй. Тише, тише.
Оглашение. Желтый угол. Объявляй. В данном поединке единогласным решением судей победу одержал Витя Маори. Первая победа Витька. Спасибо, это только начало. За такое предвзятое отношение к судейству это был последний бой Пижона в Махаче. Так бывает. Надо уважать команду, которая трудится для вас. Витя, тебя с победой. Первая твоя победа в Махаче заслуженная. Твои ощущения? Всем здрасте. Друзья, я долго времени не заберу, но пару слов хочу сказать. Еще в январе месяце прошлого года я приехал на кастинг 93 килограмма. За 2 недели я сделал 84, провел очень тяжелый бой с Ваней Лановенко. Потом провел бой до 90 килограмм с Зоханом с весом 79 килограмм. Потом с Ромой Колотом тоже с разницей в большой весе, но это нормально все, сильные бои. И, друзья, вот просто последний бой, когда вышел, я уважаю организацию, уважаю членов жюри и все, кто к этому делу причастны, всем вам огромное спасибо. Я горд, что я здесь. Я сюда вернулся с такой ямы, что вы просто не представляете. Видите меня, я набрал форму, я тренируюсь каждый день. Я вышел из зоны комфорта, переехал в Киев полностью с нуля, оставив дома все, квартиру, салон, спортзал, все бросил. Приехал для того, чтобы здесь еще заново возродиться и подраться. Так что всем, друзья, спасибо за поддержку. И под последним постом очень приятно было, под последним боем было очень приятно, что из 700 комментариев 600 были за меня, и вы меня поддерживали. Друзья, спасибо вам. Спасибо, Андрей, тебе, спасибо всем, кто меня вернул не в спортсмена, но в бойца. Спасибо. И огромнейшее спасибо Вовчику. Мы с этим человеком, ребят, чтобы вы понимали, он меня на бои выводил, я его на бои выводил. Мы просто были в шоке. Да, предыстория. Я еду в Чугуев, уже подъезжаю с Харькова. У меня был день рождения, я заказал банкет поляну, собирался отдыхать. Тут мне приходит сообщение, что у меня бой. И еще с Пижоном. Но, друзья, он прошел. Всем вам спасибо. Пижончик, дайте посылку. Все. Всем Махач. Спасибо, что вы приходите и поддержите нас. Спасибо. Ура! Вова, в свое оправдание, хочешь что-то сказать? Одну секунду. Я очень надеялся на свой оверхенд правый, но я в первом же раунде сломал руку. Витя, поправляйся, поправляйся. Держи, Володя. Свое оправдание, в первую очередь. В первую очередь я скажу все это Витя. Спасибо тебе, дружище, за все. Ты мне писал перед боем, говорил там, чтобы этот бой никак не повлиял. Мое мнение всегда было здесь, с кем бы я тут не общался бы в округе. Встретились здесь, ты мой враг. Там рядом мы с тобой за спина к спине будем стоять или рука к руке. Тут только так. Во свое оправдание в плане судейства, на данный момент, когда я лежу на мешке, звучит гонг. Я его слышу, я не вешу на Витя. У меня выпадает капа, я говорю, я достану капу. Он берет меня и выкидывает в другую сторону. Ну что это за бред? Стоит гонг, я не его бью. Я в другой стороне, что меня откидывают? Как мне реагировать? Я на эмоциях. Прошлый бой, много моментов. Я только в клинч, боец минус балл, боец 100. Другой делает то же самое предупреждение, мне минус балл, да срать. Вон, человек стоял, боец, минус балл, за что? За скид, вот так вот. Что сказали, ничего страшного. А у вас постоянно. Последний бой, базару нет. Ты же знаешь, я не спорю. Андрей, можно мне микрофон? Я здесь берусь за себя и ради кайфа. Не за бабки, не за хуя. Дорогие друзья, я приглашаю этого эмоционального парня на курсы, семинар
по боксу, по судейству. И, может быть, вы в будущем будете очень компетентным судьей, если вы изъявите такое желание. Но я прошу вас эмоции оставлять в раздевалке, клок-рум или дома, но не доказывайте в поединке, что вы лучший. Спасибо.